Добро пожаловать на мой канал, с вами Валентина. Предстоит очень интересная ювелирная работа в технике текстильная пицца. Понадобятся любые обрезки ткани, даже вот такие маленькие. В этой работе все пригодится. Каждый лоскуток, который не должен полететь в помойку. Ткани у меня разной фактуры. Хлопок, шерсть, портьерная ткань, габардин, атлас. Нам понадобится любая ткань, основа. Можно взять старый пододеяльник, наволочку, который, совсем, можно сказать, пришла не в годность. Полотно у меня большое. 58 на 52. И в качестве клеевой буду использовать флизелин. Вот если даже есть у вас обрезки, вы также можете скомбинировать, подложить, нарастить. Можно использовать паутинку. Флизелин располагаю клеевой стороной наверх, она шершавая. Это у меня портьерная ткань, вот такие обрезки, из нее я сделаю небо. Небо делаю небольшую полоску, она у меня буквально где-то примерно плюс-минус 12 сантиметров. На задний фон сажаю деревья. Прямо, чтобы они выглядывали. Вот так чередую. На небо добавляю облака. Это тюль. О, какая прелесть! И я повырезала домики. Домики просто вырезается прямоугольник, крыша. Это будут окна, приклеиваться будут на клей-карандаш. Вот такие маленькие, видите, форма какая. И крыша. И вот так это все фиксируется, и дом похож на дом. Я когда вырезала дома, сразу скалывала булавочкой, чтобы не потерять ни окна, ни крышу. А это вот такой сказочный домик будет. И рамы у него будут сказочные, окна. Видите? Вот посмотрите, эти окна гармонируют с крышей, но они сливаются с основным фоном. Я решила переместить их вот на этот светлый домик. В серединку я приклею ткань другого цвета, чтобы было поярче. Вот эти основные детали, они приклеются на флизелин. То, что сверху, мы мажем клеем-карандашом. Вот смотрите, клей-карандаш. Он у меня цветной, это не важно. Самое главное, чтобы была не белая ткань. Вот эта фирма мне не нравится. Отклеивается. Есть простой 360 дней, вот такой вот клей-карандаш, но он у меня засох. Так что имейте в виду, вот такой лучше не использовать. Ерунда. Ладно, продолжаем. Вот у меня пробелы. Я решила посадить дерево, а сверху приклею вот так вот дом. Слегка будет видно. Сделала еще один светлый дом. Пустоты заполняю лоскутами. Вырезаны они неправильной формы, чтобы было более-менее интересно. Делаю окна. И смотрите, вот этот фон я заполняю разными тканями. У меня для фона всего несколько цветов. Вот к светлому можно добавить темное. Сюда положить зелененькое. Убираю под дом, чтобы ничего не смотрело неправильно. Вот это надо как-то фигуристо вырезать. Или зелененькую фигуристо вырезать. Вот, к примеру, вот так это будет смотреться. Можно раскладывать в разных направлениях. Здесь у меня прямой край. Я решила вот эту полосочку добавить. Убираю под дом, чтобы она у меня не выскакивала. Сверху можно положить такую же зеленую или пустить какой-нибудь другой цвет. Сейчас все отрегулирую. Заполняю полностью это пространство из разных лоскутков. Я в большом-большом ящике из лоскутов смотрю, что у меня есть в наличии. Вот такие обрезки. Я просто закругляю слегка уголочки и слегка делаю вот волну. Все, кромку даже не отрезаю. И примерно вот так ставлю и прикрываю нормальным краем. Посмотрите, какая прелесть получается. Как похорошели домики, когда есть уже окна. Причем, смотрите, какой контраст. И когда я буду прошивать рамы другой ниткой, они заиграют по-особенному. Опять же, в окна можно посадить цветок-горшок. В горшке, точнее. Повесить шторы. Я добавила трубу к домам, но не ко всем. Мне пришлось немного поменять. У меня была здесь наверху вот такая ткань.
И я вырезала забор еще до заготовок. И если бы я расположила, он бы сливался с фоном. Поэтому я поменяла ткань. Ставлю забор. На забор повесила горшки, крынки. И теперь в моей работе начинается самая интересная, самая серьезная работа. Это обрезка от какой-то одежды бежевого цвета. Совсем небольшой кусок, он мне подходит. И вот посмотрите, что я делаю. Я от руки нарисовала человечков. Рисуются они очень даже просто. Я рисую голову, к примеру, ну все они должны быть одного размера. Шею, плечи и позу, как он будет сидеть. Ну вот, допустим, это будет у меня девчонка. Вот так я рисую руки. Потом я это все вырежу, где голова, она будет чуть-чуть побольше, пошире вырезаться, потому что где-то будут волосы, головные уборы, где-то платочек. И примерно вот так это все рисуется. Когда это все вырежется, перевернется на другую сторону, и ручки будет не видно. Если вам нужно... Вот ноги я не рисую, потому что у меня будет юбка. Я решила сделать много человечков, дядек, тетек, девчонок. И вот просто вам нужны чисто контуры, потому что они будут у вас одеваться в одежду, но руки будут видно. Если это дядечка, вы можете и ноги нарисовать, но брюки-то будут все равно одеваться, и ботинки будут одеваться. Ваша задача сделать руки и голову, шеи. Вырезала человечка. Видите, вот они контуры. Взяла прям совсем чуть-чуть. Здесь не принципиально. Для людей лучше брать ткань, какая не сыпется. И вот смотрите, маленький лоскуток ткани. Я накладываю, это будут брюки серого цвета. Да, наверное, штанишки галифе сделаю. Это будет мужчина. И вот смотрите, вот мне контуры чуть-чуть расклешаю. Только руки не отрезать. Так, чуть-чуть увела от камеры. И вот она талия. Расклешаю их немножко. Сужаю. Конечно, это все делается отдельно, не над полотном. Потому что потом эти лоскуты придется собирать. Вот. Сейчас подровняю. Вот они, наши штаны. Чуть-чуть надо побольше сделать здесь разрез, чтобы было видно ноги. Сделала брюки, теперь рубаха. Я вам показываю, как это все делается. Вот смотрите, если... Ладно, не будем забегать вперед. Это так, вот рукавчики у него, ручки-то. Если хотите, горло сделайте. Вот он. Все, рубашка наша готова. Если хотите, можете сделать манжеты. Сейчас тоже вот подровняю. И вот смотрите, берете наклей-карандаш, сразу приклеиваете рубаху. Сейчас вот горлышко сделаю, горловину. Он у меня будет лицом сюда смотреть. Одеваю штанишки. Опять же, можно пустить поверх рубаху, можно заправить в штаны. Для украшения можно сделать какой-то пояс. Также вырезаем ботинки, сапоги, туфли, приклеиваем сразу на клей-карандаш, чтобы мы не растеряли ничего. Вот так просто делаются люди. Я сделала дядечку. Вот такой он получается. Но немного у меня проблемы с кепкой, с головным убором. Может, кому-то я буду делать шляпы. Посмотрите сапоги. Они смотрят не в одном направлении. Он вот как бы ногу закинул, хотя ботинок должен смотреть вот этот хвостик сюда, как бежит или еще что-то. Ну, тоже обращайте внимание на такие мелочи. Глазки будут вышиваться потом. Но так как много очень будет людей, детей, может быть, и глаза я и не буду вышивать. Посмотрим. Все-таки я решила переклеить обувку. Один сапог у меня получился с рисунком, а с другой без рисунка и с клеем. Ну, там не будет видно. Их отдельно складываете.
куда-нибудь в папочку, чтобы никто ничего не раскидал, не потеряли, потому что это труд. И потом также размещаем сначала наших героев по нашему полю, а потом приклеиваем на клей-карандаш. Но опять же, когда вы их размещаете, тоже смотрите, чтобы они сильно не сливались с фоном. Вот вырезала я девчулю. Голову чуть-чуть я прибавила. Ног у ней нету. Одна талия, осиная талия. И вот смотрите, есть у меня опять обрезка какая-то ненужная, которая просится на помойку. Возьму ровный край. Я сделаю кофту. И вот смотрите, можно сделать манжеты, сделать вот такой пышный прям рукав. Голову только самое главное ей не отрезать. Можно вот так, чтобы не мешалось. Вот такие пышные рукава. Здесь тоже делаю я по фигуре, чтобы был просвет, были контуры. И сейчас покажу юбку. Вот как-нибудь тоже надо сделать такое очертание. Вот им можно повесить бусики. Сейчас, секунду, я вам, видите, показываю весь процесс, как это все делается. Горловину. Можно, конечно, сделать там воротничок стоечкой. Вот. Так, это... Потом, вот смотрите, вот она кофта. Я сейчас подровняю. И смотрите, и вот она у нас юбка. Руку можно положить. Вот видите, край и тоже надо подровнять. Посмотрите, какая девица получается. Очень даже оригинально. Лично для меня очень сложно делать людей. Я их могу вырезать, одеть. Но когда касается действительно формы лица, носа, губ, вот волосы, да, ну вот сделала я ей волосы. Да как бы ничего, я могу ее оставить без головного убора. Но раньше в основном все девчонки ходили в платках, да. Это я вырезала... Будет как кокошник, наверное, у ней. Одну косу пустила прямо, может, какой-нибудь бант завяжу, а другая коса развивается. Потому что раньше с короткими стрижками в основном не ходили. У всех девчат были длинные, густые волосы, заплетены в косы. Обратите внимание, вот сюда посадила дядечку на пенек. Нарядила, но немножечко ошиблась, что где я рисовала ручкой, туда я приклеила одежду. Ну, бывает такое. И в руку можно дать, допустим, балалайку, гармошку, трубку, флейту, барабан, какой-нибудь инструмент. И пусть играют. Здесь у меня будут еще располагаться девчонки, они танцуют, мальчишки. И вот так не спеша буду заполнять пространство людьми. Они, наверное, пришли на деревенские танцы. Или это будет местная тусовка, встреча, сборище. Посмотрите, в правом углу мальчишка. Я его приклеила и добавила еще девчонку. Они смотрят друг на друга и танцуют. Моя работа почти что готова на 50%. Результатом я довольна. Есть, конечно, небольшой перебор, есть незначительные несоответствия размеров, но все равно мне очень нравится. Я решила видео разделить на две части, чтобы было вам неутомительно смотреть. Жду вас в следующих видео. Заходите на канал, плейлист «Текстильная пицца» или «Лоскутное шитье». Там вы увидите много разных работ. С вами была Валентина. Пока-пока. И также не забывайте писать комментарии. Поддержите меня своими лайками и комментариями. Пока-пока.